Два маленьких медвежонка оказались в смертельной ловушке. Их окружила стая волков, медленно сжимая кольцо. Испуганные малыши прижались друг к другу, понимая, что бежать некуда. Казалось, еще несколько мгновений, и все будет кончено. Но неожиданно лесную тишину разорвал треск ломающихся веток. Волки насторожились. Из густой чащи вышла огромная медведица, и ее появление изменило ход событий. В тот день Иван, много лет работавший в дикой природе, шел по знакомой лесной тропе. Внезапно он заметил странную тишину. Птицы перестали петь, ветер словно затих, а лес замер в ожидании. Такой знак опытный наблюдатель знал хорошо. Поблизости происходило что-то опасное. Через несколько секунд до него донесся тонкий жалобный писк. Иван сразу свернул с тропы и осторожно направился на звук. Он двигался медленно, стараясь не шуметь. Вскоре деревья расступились, и перед ним открылась небольшая поляна. У старого поваленного бревна стояли два медвежонка. Они были совсем юными, не старше нескольких месяцев. Их шерсть торчала во все стороны, а лапы дрожали от страха. Малыши беспокойно озирались и тесно прижимались друг к другу. Но главная опасность была совсем рядом. Поляну окружили 5 волков. Они двигались уверенно и почти бесшумно, как опытные охотники. Впереди стоял крупный вожак, внимательно следивший за каждым движением медвежат. Один из малышей попытался забраться на бревно, но сорвался и снова оказался рядом с братом. Медвежата были слишком малы, чтобы защитить себя. Иван почувствовал тревогу. Он понимал, что волки охотятся ради выживания и обычно не вмешивался в жизнь дикой природы. Однако сейчас ситуация выглядела особенно тяжелой. Стая продолжала приближаться. Вожак сделал несколько шагов вперед, а остальные начали медленно смыкать круг. Тогда старший медвежонок неожиданно издал слабый рык и шагнул навстречу волкам. Это была отчаянная попытка показать смелость перед лицом опасности. Именно в этот момент из леса донесся громкий треск. Затем еще один. После этого раздался мощный рев, который мгновенно заставил всех насторожиться. Из зарослей появилась медведица. Она была огромной. На ее плече виднелась свежая рана, а густая шерсть была взъерошена после долгих скитаний по лесу. Но сильнее всего впечатлял ее взгляд. В нем читались тревога и решимость. Увидев медвежат, она мгновенно поняла ситуацию. Малыши радостно пискнули и потянулись к матери. В ответ медведица издала оглушительный рев и стремительно бросилась вперед. Земля словно задрожала под ее тяжелыми лапами. Вожак едва успел отскочить в сторону. Один удар такой силы мог стать для любого волка роковым. Остальные хищники также отступили. Медведица встала между стаей и своими детенышами. Она выглядела как непреодолимая живая стена. Низкое рычание прокатилось по поляне, предупреждая всех о том, что дальше пути нет. Несколько секунд волки кружили вокруг, оценивая ситуацию. Но даже опытная стая понимала, что нападение на разъяренную мать связано со слишком большим риском. В конце концов вожак сделал шаг назад, затем еще один. Через мгновение остальные последовали его примеру и начали уходить в лес. Постепенно волки исчезли среди деревьев, оставив поляну медвежьей семье. Медведица еще некоторое время стояла неподвижно, внимательно прислушиваясь к лесу. Затем повернулась к медвежатам. Те сразу бросились к ней и прижались к ее густой шерсти. Она осторожно обнюхала каждого, проверяя, не пострадали ли они. В этот момент ее взгляд встретился с Иваном. Несколько секунд человек и медведица смотрели друг на друга. Иван понимал, насколько опасной может быть встреча с матерью, защищающей своих детенышей. Однако медведица не проявила агрессии. Она лишь внимательно изучила незнакомца, убедилась, что он не представляет угрозы, и снова переключила внимание на малышей. Легонько подтолкнув медвежат мордой, она повела их в сторону леса. 3 силуэта медленно скрылись среди деревьев.